дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? Все в порядке. Вот приехал потренироваться немножко. Ну как, Виталий Васильевич, записывайтесь нам в команду на 8. Не знаю, как быть. Боюсь, не смогу быть аккуратным. Одно смешное дело у нас тут навертывается. Опять насчет бандитов, что-нибудь? Нет, поднимай повыше. Уголовщина в международном масштабе. Жаль, а то погребли бы. Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах? Да живут кое-какие зимогоры, а что? Переезжал кто-нибудь на одну из этих дач? Вот тут, в этом лесишке, есть заколоченная дача. Неделю назад гляжу, из трубы дым. Ну, мы так и подумали, не то бандиты, не то беспризорные. А вы их видели? Подожди, товарищ Илья. Вы правы, здесь были. Ну, так... Да, но если тут живут, то за каким дьяволом им понадобилось лазать в окошко? А может, посмотрим? Близнецы какие-то. Похожи, как два весла. Я сразу подумал, здесь что-то неладно. Тихо. Эй, дядя! У вас окошко отворено! Как вы что не унесли? Эй, есть кто-нибудь? Вот он. А, это он. Близнец. Точно. Во как они его, а? Ай-яй-яй. Ведь я его сегодня утром видел. Тарашкин! Идите сюда! Вот он чем тут занимался. Настоящая лаборатория. Непонятно, чем сталь прорезана. Не эту ли тайну хотел узнать убийца? Четырехпалый. Нет. П.П. Гарин здесь не пиротехникой занимался. Василий Витальевич, что это такое? Где это вы нашли? Да вон там их целый ящик. Загадочные пирамидки. О, ложись! Фу ты, черт. А я испугался. Думал, динамит. Рекомендую вам, товарищ Тарашкин, в следующий раз подобных опытов не производить. А что это? Да пирамидка могла оказаться газовой свечкой, и тогда бы мы с вами не скоро встретились. Ну что ж, попробуем установить. Во-первых, убийство было произведено не с целью мщения или грабежа. И во-вторых, фамилия убитого. П.П. Гарин. Точно. Вот пока и все. Вы хотите возразить, что П.П. Гарин это тот, который уехал на лодке? Да. Не думаю. Ну а кто же? Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Вот если бы я, например, изобрел такую замечательную штуку, то от восторга написал бы, конечно, свою фамилию, но никак не ваш, товарищ Тарашкин. Истинная правда, именно свою. Поручение выполнено наполовину. Инженер отбыл, документы получить не удалось. Жду распоряжения. В чем дело? Примите телеграмму.
телеграмма касается научных работ. Квитанции не надо. Он ушел, товарищ Ольга. Как же вы его упустили? Машина ждала. Что с мотоциклом? Он подскочил и ножом по шине. Я засвистал, он машину, и да. Номер не запомнили? Номер не специально грязью залеплен. Покажите телеграмму. Об убийстве Гарина я прочел во вчерашней вечерней газете. Да. Мы с ним когда-то вместе работали в лаборатории профессора Манцева. А что собой представлял Гарин? Гарин? Да как вам сказать? О покойниках вообще-то плохо не говорят. Ну, а все-таки? Гарин. Авантюрист. Высокого пошиба. От него можно было ожидать всего. Вы подумайте, он увлек профессора Манцева в какую-то экспедицию, и вот уже год о Манцеве ни слуху, ни духу. Видимо, случилась катастрофа. Профессор, стало известно, что Гарином заинтересовались за границей. Мы еще точно не знаем, кто убил Гарина. Но вот куда ведут следы. Так. Вот смотрите. Химический король Роллинг прибыл в Европу. Его приезд связан с каким-то таинственным аппаратом русского инженера Гарина. Да, для Роллинга это только оружие. Огромной силы. Вы видели аппарат Гарина? Нет, аппарат вряд ли кто видел. Небольшую стальную полосу, непонятным образом прорезанную, я видел. Так это же Манцев. Профессор Манцев сделал огромной важности открытие. Луч, сжигающий все на расстоянии. А Гарин, надо думать, каким-то образом воспользовался аппаратом Манцева. Вы можете показать мне эту разрезанную стальную полосу? Могу. Завтра она будет у вас. Дежурный по грибному клубу слушает. От вас сейчас звонили. Куда? 16-е. А, звонили. Это я, Тарашкин, звонил. Я тут на даче видел одного из близнецов. Ими товарищ Ольга интересует. Послушайте! Гарин! Слушаю вас. Откройте люк! Вы хотите меня арестовать? Нет, это мы всегда успеем.
За мной, скорее! Быстрее, быстрее, быстрее! Тарашкин! Тарашкин! Какой ветер? Товарищ Эльга, вы... А я уж беспокоился. Зюит-Вест. Яхты все на месте? Вроде все. Ориона не хватает. Он в Петергофе. Да в Стрельну загнали 2 судна. А что? Шкот, тебе в глотку. Бибигонду угнали, пока я звонил. Лучшее гоночное судно. Смоляной фал тебе куда не надо. Петька! Чтоб тебе 30 раз утонуть в тухлой воде. Что ж ты смотришь? Вызвать катер! Маленьких обижать, шкеты. Чтобы мне это было в последний раз. Поняли? А ну давай. Ну я вот. Эх ты. Ты где живешь-то? А? Нигде. Так, беспризорный, значит. Есть хочешь? Хочу. Ну, айда к нам в клуб. На, ешь. Как тебя зовут? Иваном. Ты откуда? С Сибири. Самура. А что ищешь? Крестовский остров. Так. И что тебе на острове надо? Дачу мне одну нужно. А какую? Не ваше дело. О-о-о-о-о. Ну, а купаться будешь, а? Я купаться не могу. А, по-моему, банька ему не помешает, а? Не могу я в баню мыть. Вот до сих пор могу. Ты что ж, воды боишься? Нет, не боюсь. Да нет, он жилетку снять боится. Украдут. Ну ладно, не хочешь купаться, дело твое. Но эту грязную жилетку мы допустить не можем. Нет, не можем. Хорош, А? выдай ты ему фурманку. Морскую? Угу. Вот такому чумазому. Сочиним. Ты куда? Мы так играть не договаривались. А ну, снимай. 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 Ну, снимай. На. А ну-ка, поверни спиной. Ну, повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано. Стой! Стой! Ты брось кусаться-то, вот дурной! Не велите ему у меня на спине читать. Убьют меня за это. Это Гарину. Результаты самые утешительные. Глубину оливина предполагаю 5 километрах. Продолжаю изыскание. Необходима помощь. Голодаем. Торопись экспедицией. Координаты. 150 восточной долготы, 67 северной широты. Формулы передам только при встрече. М. Манцев. Значит, Гарин жив, скрывается за границей, а вы идете по его следу? И везу ему сюрприз. Это только часть послания. На спине у мальчика есть еще координаты зимовища Манцева. Вероятно, место близкого залегания оливина. Это то, что ищет Манцев? Да. Оливиновый пояс. Прошу приготовиться. Через 15 минут посадка. Оливиновый пояс. А что это такое? Это, как вам сказать, находящиеся в расплавленном состоянии оливиновые породы. Ртуть, золото, на глубине 12 километров.
невероятно. Ну, правда, это пока еще гипотеза. Но если предположить, что тепловой луч может бурить Землю, то, понимаете? Пробиться к золоту. Вот цель Гарина. Но без Манцева он с этим вряд ли справится. Да. Трудная задача. Найти Гарина. Я отыщу Гарина и верну вместе с аппаратом. Знаете что, Виталий Васильевич? Я еду в научную командировку. Но если я вам понадоблюсь, вот мой адрес. Ну, чертежи? Дело сделано. Я спрашиваю, где чертежи Гарина, я их не вижу. Мистер Роллинг, но мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и сам прибор. Я сделал колоссально много. Нашел людей. Они пробрались в Ленинград, проникли в лабораторию Гарина и видели прибор в действии. Но вот тут что-то произошло. Ну, во-первых, Гариных оказалось двое. Да, одного нам удалось убрать. Вы что, убили его? Ну, если хотите, что-то в этом роде. Но вас это не должно беспокоить. Сам он подданный советов. Ерунда. Удивляюсь вашей смелости, Артур. Являться с пустыми руками. Мне нужен прибор и чертежи. Мистер Роллинг, а мне нужны деньги. Ну, 20. Так вы чек дадите или наличными? Инженер Гарин в городе. Вы лжете. Ну что вы, стану я врать. Вчера на бульваре мой агент нос к носу напоролся на Гарина. Мой агент здесь, он может подтвердить. Не желаю я видеть вашего агента. Но вы прекрасно понимаете, Артур, если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. А если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу. 20 тысяч не дам, с вас довольно и 5. Но с условием. Каждый шаг Гарина мне должен быть известен. Гарин ушел только что, но я его найду сегодня же. Позвольте вам представить. Через полчаса встретимся в кафе «Сирена». Езжайте. А какие у вас основания утверждать, что это Гарри? Ведь вы уже однажды ошиблись в Ленинграде. Не будет же мистер Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники. Он слишком хорошо знает Гарри. Вот рукопожатие Гарина. Простите, мадам. Я хотел оправдать ваше доверие. Я не спал дни и ночи. Я жертвовал жизнью ради идей. Мистер Роллинг, у меня с Гарином свои счеты. Как будто писали иглой.
в мягком тесте. Он утверждает, что Гарин построил аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут. Нет, но сейчас важно выяснить другое. Предоставляете ли вы нам право одним сделать это дело и в одно прекрасное утро притащить аппараты, чертежи? Ни в коем случае. Мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение. Если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному вашему слову об убийстве, обо всех этих невероятных приключениях, разумеется, он не замедлил бы позвонить комиссару полиции. От вас требуется работа приличных сыщиков. И только. Ну, конечно, она будет хорошо оплачена. Ваша задача – дать мне точные и обстоятельные сведения о Гарине. И ни одного шага, ни одного слова без моих указаний. Я получил вашу телеграмму. Вот результаты. Петр Петрович, мы с вами вместе, как говорится, съели не один пуд соли. Вы смогли убедиться, что я человек честный. Скажите, какого черта вы скрываете от меня аппарат? Ведь я знаю, что без меня, без моих пирамидок вы беспомощны. Давайте по-товарищески, а? Превосходно. Надеюсь, никакой копоти. Сгорание полное. Это то, что мне нужно. Вы хотите, чтобы я открыл вам тайну? Да. Хорошо. Но у меня есть одно условие. Я согласен на любые условия. Каждую ночь я меняю гостиницу, чтобы не вызывать подозрений. А сегодня я заметил, что за мной следят. Мне нужно замести следы. Что я должен сделать? Мне нужен двойник. Да ну, я не окончил опыт. Слушайте, Ленуар, у нас скоро с вами будут миллиарды. У вас будет свой институт. У нас с вами... Вы слышали что-нибудь о Роллинге? О химическом короле Роллинге? Да, вот именно. Я с ним договорился, он будет нашим компаньоном. Ну, Ленуар, по рукам. Я всегда верил в ваш гений. Правильно. Месье Ленуар, прошу. Гарин, интерес которого я представляю, хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата? Да, для промышленных целей аппарат представляет некоторый интерес. Аппарат не предназначен для промышленных целей. Это аппарат для разрушения. Сейчас это самое мощное оружие в мире. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать. Гарин предлагает вам сотрудничество. Месье Ленуар, скажите, это вы или он сумасшедший? Ну, хорошо. Вы можете передать Гарину, что я готов предложить ему 50 тысяч за патент его изобретения. Ваше предложение нужно понимать так. Вы намерены овладеть аппаратом, а с Гарином расправиться так, как вы расправились с его помощником на Крестовском острове. Так? Но если допустить, что именно так я собираюсь поступить с Гарином, то что из этого вытекает? Вытекает, что Гарин, видимо, ошибся. В чем? Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба. Вы прав.
Глупо делить с Гариным барыши, если я могу взять все 100%. Ну, и так, чтобы кончить. 100 тысяч и ни сантима больше. Право, мистер Роллинг, вы меня удивляете. Ваши агенты проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, его арестуют. Чертежи и аппарат украдут те же агенты. Это вам будет стоить всего 5000. Просто и дешево. Зачем же 100 тысяч? Дешевая игра. Да-да, вы просто дешевый шарлатан. Гарин получил мат, это он знает, и прислал вас торговаться. Не дам и ломанного гроша за его патент. Он выслежен, попался и убирается к черту. Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши предложения. Не гроша, убирайтесь, убирайтесь. Иначе вас вышвырну. Ну, без фокусов, без фокусов. Вон, уберите этого субъекта. Что ты? Нахал. Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек? Ни за какие деньги, сударыня, я ни за сухое, ни за мокрое дело не возьмусь. Не те времена. Другое сделать это для вас. Тут я мог бы рискнуть свернуть себе шею. Мне кажется, мы с вами договоримся. Ладно, ладно. Все будет сделано, как вы хотите. Адрес. Улица Зеленая дорога, 63. До свидания, Гастон. Меня ждет Роллинг. Paris, reine du monde. Paris, c'est une blonde. Le nez retroussé, l'air moqueur. Необычайно. Роллинг пошел на все. Когда начнется эксплуатация, 50% ему, 50% нам. Ты подписал контракт? Подписываем через 2-3 дня. Вот Ленуар, дорогой. Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича? А при чем тут Манцев? Он на Камчатке. Что он там ищет? Манцев должен подтвердить мои теоретические изыскания, что расплавленные породы оливинового пояса ближе к поверхности Земли, по краям Тихого океана. Не понимаю, зачем тебе это оливиновый пояс? А чтобы владеть миром, дорогой мой, весь мир у меня будет вот. Выпьем за успех. Il était beau mon village, mon Paris, mon beau Paris. On n'y parlait qu'un seul langage, ça suffisait pour être compris. Les amoureux n'allaient pas se cacher dans les cinémas. Ils savaient beaucoup mieux que ça. Ils spectaient sur les bancs et les oiseaux gentiment dans les branches. Il était beau mon village, mon Paris, mon beau Paris. Что он написал вам? Расскажу после. Он написал что-нибудь об этом субъекте, что так нагло разглядывает вас? Это тот, кто у меня был, я его выгнал. Роллинг, это Гарин. Ерунда. Это инженер Ленуар, он был у меня сегодня. Merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Les Delacroix, Bébert d'Anvers, ça fait des mois qu'ils sont verts. Alors ces dames seront une raison.
à son regard est si bon. А зачем он приходил ко мне? И для чего им понадобилось разыгрывать истерику, повалился на стол, измял бумаги? Роллинг, он хотел похитить ваши бумаги? Нет, это были ничего не значащие заметки. Адрес Гарина, улица Зеленая дорога, 60. Роллинг, вы погибли. Передаст записки полиции. С ним сидел двойник, как в Ленинграде. Я должна предупредить. Что? Я сейчас вернусь. Sinon très bon. Paris, j'ai vu à la voix grise le long des rues, tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Les vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts. Pour la romance, à illusion, il y a de l'affluence, mais c'est si bon. Comme s'égarer dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça s'engage dedans. C'est laborieux, mais c'est si bon. Убит не я. Вы убили Виктора Ленуара, моего помощника. Роллинг пойдет на гильотину. У меня неопровержимые доказательства. Жив. Зачем вы здесь? Я искала Гастона. Кого? Того, кому приказала вас убить. Я это предвидел. Если бы он вас убил, я бы покончила с собой. Не понимаю. Сама не понимаю. Вы пришли за автографом Роллинга? Да, пощадите. Его нет. Нет, меня пощадите. Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга. Я такой же убийца, как он. Пощадить? Нет. Идемте. Я вас выведу через парк. Роллинг, мы погибли. Роллинг, мы погибли. Роллинг, вы погибли. Мадам не приходила? Что вам надо? Что вам надо? Спокойнее. Не кричите.
Я не собираюсь убивать или грабить. Я пришел по делу. Какое может быть дело? Вы как вор? Виноват. Моя фамилия Леклер. Меня зовут Гастон. Я никогда не был вором. И уйдите, и уйдите. Если я уйду, то небезызвестная вам мадемуазель Зоя Монрос погибла. Вы знаете, где находится мадемуазель Монрос? Конечно. Зоя Монрос находится в отеле «Черный дрозд» с человеком, одетым в черное пальто и шляпу. Звоню в полицию, вы едете со мной. Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами. Мадам Монрос поручила мне отправить облегченной смертью к праотцам одного инженера по улице Зеленая дорога, 63. Ее поручение исполнено. Мы можем попасть на гильотину. Ну, хорошо. А где ваши люди? Едем? Вот мой аппарат. За 2 года борьбы, стоившей жизни 2 моим помощникам, был создан этот аппарат. Я доводил лучевой шнур до толщины вязальной спицы. Что вы мне предлагаете взамен Роллинга? Я женщина дорогая. Оливиновый пояс. Что? Оливиновый пояс. Это объяснить сложно. Да, слушаю. Здравствуйте, Гарин. Это говорит Шельга из Ленинграда. Помните? Что вам надо? У меня есть послание для вас от Манцева. Хорошо, приходите сюда через час. Через 20 минут вы должны уходить. Сюда звонил человек, он приехал из Советского Союза. Он хочет убедить меня вернуться. Так вы спрашиваете, что такое оливиновый пояс? Это власть над миром. Вот что такое оливиновый пояс. Я найму вашего Роллинга в швейцары. Вы будете не просто богатой женщиной, а очень богатой. Я построю вам храмы на всех 5 материках и увенчаю ваши изображения виноградом. Какое мещанство. Надеюсь, вы шутите, Гарри? Нет, я не шучу. 2 года борьбы, и я проникну сквозь кипящий левин. Так, в будущем оливиновый пояс. А сейчас что у вас? Машина, 8 человек. Это за нами. Кажется, автомобиль Роллинга. Ну, Зоя, решайте, да или нет. Больше такой минуты не будет. Вы с ума сошли, спасайтесь. Ерунда, 8 человек – это вздор. Спички. Нет спичек. Спички! Телеграмма. Отворите. Подсуньте телеграмму под дверь. Когда говорят отворите, нужно отворять. Женщина у вас? Да, у меня. Выдайте ее, а вас оставим в покое. Убирайтесь к черту! Предупреждаю, через минуту ни один из вас не останется в живых. Кончено со всеми.
Это я, Шельда! Спасайте аппарат! Я жду! Выходите. Ну! Если здесь готовится смертный приговор, то я протестую. Во имя права, во имя человечности. Как христианин протестую. Я предлагаю выкуп. Любой выкуп. Убить я вас мог бы и там. Выкуп? Нет. Участие в ваших странных предприятиях? Да. Ну, хорошо, я вас завтра приму, но я должен заново продумать ваше предложение. Только здесь. Не говорите глупости, Роллинг. А ваше поведение, мадемуазель, неслыханно. Предательство, разврат. Ну вас к черту, говорите с Гарином. Идите сюда. Мне нужны ваши деньги. А я взорву анилиновые заводы ваших конкурентов, и вы станете королем химии всего мира. На нас не трое, нас четверо. Здесь есть свидетель. Кто это такой? Подписывайте. Гарин, спасайте аппарат! Итак, вы своими глазами видели действие гиперболоида? Видел. Пушки, газ, аэропланы – все это детская забава. Тут не один Гарин. Гарин и Роллинг. Да, смертоносная машина и миллиарды. Тут всего можно ожидать. Ну, а все-таки, что же сейчас они могут предпринять? Как что? Можно было ждать пули в окно. Но я нужен Гарину. Он знает, что у меня есть координаты зимовища Манцева. Он еще ко мне придет. Жаль, вам не удалось отнять у него аппарат. Я не предусмотрел хода. Думать времени не было. А Гарин успел предусмотреть все заранее. Он и Роллинг готовят преступление. Верно. Конечно. Поэтому надо сообщить шефу полиции. Нет, нельзя. Тогда Гарин и аппарат для нас потеряны. Ах ты, черт. Чего они добиваются? Власти над миром. Безусловно. Гарин. Он сейчас, вероятно, бешеным ходом строит мощную модель аппарата. Он обещал Роллингу взорвать химические заводы. Вот видите, они не остановятся ни перед чем. Ради наживы убить миллионы людей. Надо что-то делать. Только будьте осторожны. Я предупрежу моего коллегу, доктора Вольфа. Он имеет отношение к этим химическим заводам.
Какие новости, а, Вольф? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, смеялись, когда я распинался перед ними. Смеялись? Они мне не поверили. Я не знаю, что теперь делать. Но почему вы раньше не обратились ко мне? У меня не было фактов, только предположения. Все на грани фантастики, мистики, черт его знает. Не оказаться нам в дураках, а, Вольф? Благодарю. Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него. Если даже предположить, что мы здесь ничего не найдем, и все это окажется просто вашей выдумкой, то и слава Богу. Разумеется. Мы исполнили свой долг. Конечно. Вольф, но все-таки давайте попробуем. Поищем, посмотрим оттуда. Пожалуй, только отсюда можно ударить лучом. Да. Ну, предположим, Гарин установил аппарат здесь. Но какие-то следы должны быть. Как, Вольф? Надо осмотреть развалины. Кельнер! Получите, пожалуйста. Благодарю вас. До свидания. Смотрите по карте, Вольф. Железная дорога, вот она. Полустанок, замок. Понимаете? Угу. Вы слышали? Что же это могло быть? Крикнула какая-то ночная птица. По-моему, уже начинаем галлюцинировать. Надо уходить. Да. Птицы! Они задеваются за проволоку. Ну, вы что, вы не видите, Вольф? Гарри! Это безумие!
Шельга. Что вы делаете? Садитесь. Как ваше здоровье? Ей-богу, я не виноват. Этой неприятностью там, в лесу, вы обязаны этой сволочи Роллингу. Можете мне поверить? Не верю. Сегодня ночью вас должны убить, агенты Роллинга. Мне необходимо вас спасти. Идемте. Каждая минута дорога. Ладно, вы меня увезете. Что потом? Я вас спрячу в надежное место. На некоторое время. Не бойтесь. Не поеду. Все равно вас убьют. Сиделки, стража. Все куплено Роллингом. Вас задушат, когда вы будете сладко спать. Сегодняшней ночи вам не пережить. Роллингу надо убрать свидетеля. Неужели это непонятно? Я сказал, не поеду. Не хочу. Хорошо. Тогда я обойдусь и без вашего согласия. То есть как это без моего согласия? А вот так. Документы. Фотография. Товарищ Шельга, дайте мне честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, одним словом привлекать внимание полиции. Даю слово. Честное слово. Убить вас при первой же возможности, Гарин. Даю слово отобрать у вас аппарат и уничтожить его. Даю слово. Замолчи, идиот! Извините меня. Я погорячился. Не сердитесь. Я думаю, мы с вами найдем общий язык. Договоримся. Хорошо? Попробуйте. Итак, Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени. Так же, как и я ему. Я думаю, он уже это понимает, несмотря на свою тупость. Разумеется. Не дай бог, если модель моего аппарата попадет ему в руки. Вы понимаете, что это означает для Советской России? Говорите прямо, что вам нужно. Вот это другое дело. А то убить меня... Мы с вами враги, Шельга. Но работать мы должны вместе. Я, с вашей точки зрения, выродок, величайший индивидуалист. Ну и сволочь. А именно, вы правильно поняли. Я, Петр Петрович Гарин, волею сил меня создавших, с моим мозгом, не улыбайтесь, Шельга, с моей жадностью и беспринципностью противопоставляю себя буквально, противопоставляю себя человечеству. Разыгрываете из себя сверхчеловека? Ну, мы это уже слышали. Так что вы от меня хотите? Я очень любопытен. Где остальной текст? Тут должны быть координаты. Этого я вам не скажу. Манцев жив? Жив. Где он? И Буйсон? Не хочу. Отказываетесь. А за модель моего аппарата согласитесь? Не верите, обману. А ну подумайте, обману или нет? Согласен. Добиваться моей смерти в ближайшее время, я надеюсь, вы не будете. В ближайшее время не буду. Только дайте мне слово, что вы будете играть честно, не обманывать меня. Хорошо. Модель моего аппарата мы спрячем в надежное место до поры до времени. Ну а сейчас вас переведут наверх, здесь слишком сыро. Поправляйте, спейте, ешьте всласть.
А потом небольшая прогулка по морю. Предлагаю опасную работу. Получать будете больше, чем у Роллинга. Поедете в Ленинград. Найдете мальчишку. Вот. Этот мальчик и есть Иван Гусев. А вам какое дело? Виноват. Но прежде всего, вежливость, товарищ. Моя фамилия Леви. Артур Леви. Ну и что? Я сотрудник советского полпредства. Вам довольно, товарищ? Вы можете подтвердить, что фотография сделана именно с этого мальчика? Да. Фотографию мне передал Шельга. Да, Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. Вы намерены подчиниться? Мандат. Прошу. А черт его знает, как будто все верно. Вы знаете, а может быть, кто-нибудь другой вместо него поедет, а? Ну, мальчишке надо учиться. Да вы не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо. Хлеб. Хлеб. Николай Христофорович, вы меня не узнаете? Нет. Я отвык от людей. Я очень давно не ел хлеба. Я же Иван Гусев. Я все сделал, чтобы меня наказывали. Привел за вами людей. Кто эти люди? Ученая-экспедиция. Зачем они здесь? Я им ничего не покажу. Николай Христофорович, надо успокоиться. Вы кушаете, отдыхаете. Раньше весны мы вас отсюда не увезем. Я хочу говорить с вами с глазу на глаз. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин. Гарин жив? Да. Он не забыл меня. Ах, если бы Гарин мог достать 100 тысяч, что бы мы натворили? Да что вы, Гарин располагает миллиардами. О Гарине кричат газеты всего мира. Ему удалось построить гиперболоид. Гарин. Я открыл ему идею гиперболоида. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге. Что я теперь возьму от жизни? Постель, врача, манную кашу. Ах, Гарин, пожиратель чужих идей. Гарин помнит о вас. Цинга съела мои зубы, мой мозг отупел. Я почти слеп. Поздно вспомнил обо мне Гарин. Ох, поздно. Он помнит о вас. Он послал меня за вами. Скоро сюда прилетит дирижабль. Я хотел бы знать, куда вы меня везете. И зачем вам нужна моя жизнь, не понимаю. Чудак вы, Шельга. Мне теперь известны те координаты. Я везу вас к Золотому острову. Простое проявление интереса к близко залегаемому золоту. Я смогу добывать его в любом количестве. А зачем так далеко ехать? Ведь оливиновый пояс залегает повсюду. Ах, Шельга. Оливиновый пояс. Тут 12 километров, а там 5. Но зачем я вам понадоблюсь? Не ясно. Ясно. Да. Принесите. Так значит, понадобитесь. Предлагаю вам жалование $50 000. Пойдете? Нет.
хотите перевернуть мир? Я тоже хочу. Но по-своему. С чего начнете? Отчеканите на золотых кружочках профиль с бородкой. А на обратной стороне мадам Зоя. О, бородка вас заела. Иду с вами в открытую. Вы мне нужны как заложник. Вехи на моем пути. Роллинг с его миллиардом. Гиперболоид. И небезызвестный вам Манцев. Гиперболоид уже построен. Роллинг на Аризоне. Вы получите свободу, когда Манцев будет здесь. Запрос в парламенте. Гарин получил в банке 20 миллионов фунтов стерлингов. Яхта «Аризона» пересекает Тихий океан. Гарин произвел на средства миллиардера Роллинга грандиозные закупки. Гиперболоид Гарина прорезает любую броню, открывает дорогу в недра земли. Это о вас? Вы слышите? Слушайте, Артур Артурович, или как вас там, перестаньте хитрить. Я не верю Гарину. Мои формулы, мои дневники запаяны в жестяную коробку и надежно спрятаны. Я улечу. Они останутся здесь. Их никто не получит. Даже Гарин. Под пыткой не отдам. Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми. Бросьте, я знаю Гарина. Он меня ненавидит. Потому что сам Гарин выдуман мною. Без меня из него получился бы просто мелкий жулик. Вы увезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с формулами. Артур Артурович, дирижабль снижается. Вы слышали? Коробка. Кто взял бумаги? Успокойтесь. Ты! Николай Ты украл! Успокойтесь. Мои формулы, мои бумаги. Человеческий мозг не в силах создать это. Все забыл. Я все забыл. Надо успокоиться. Николай Христофорович. Мальчишка унес. Артур Артурович, какого дьявола? Люди выбились из сил. Мальчишку ищут. Без него мы не можем улететь. Мачта не выдержит. Держать! Скорее. Скорее. В кабину. Летим, Артур Артурович! Ребята, отдавай концы! Летим! Стойте, мальчишка! Мои формулы! Мои бумаги! Стойте! 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 Вот дневники Манцева. Я прошу почтить его память вставанием. Теперь многое для нас стало ясно. У львиного пояса 3 слоя. Ближайшие – это шлаки. Средний слой
это железо, никель. И, наконец, нижний, третий слой – это золото, платина, ртуть. Мы пробиваемся днем и ночью. Все глубже и глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, прииски Калифорнии – это все чушь. Кустарный промысел. Золото у нас под ногами. Нам только нужно пробиться сквозь кипящий оливин. Сегодня с утра мы опустились ниже магнитного пояса. Все приборы стоят на нуле. Золото должно быть выше. Ерунда. Мы найдем золото. Слушайте, мы же бараньи головы. Ртуть и золото кипят рядом. Что получается? Это же ртутное золото. Ртутное золото. Ртуть имеет золотистый оттенок. В нем же 90% червонного золота! Инженер Гарин – величайший авантюрист. Надо скорее засыпать шахту на Золотом острове. Ну, что, милостивые государи? Флот отдан приказ о бомбардировке. Сравнять остров с волнами океана. Что с вами? Вас так волнует приближение флота? 8 линейных кораблей. Их залп равен миллиарду килограмм. Ерунда, с эскадрой мы справимся. У меня 2 гиперболоида. Приближается эскадра. Я принимаю решение. Шельге доверяю тайну большого гиперболоида. Шельга, настал час, и я это предвидел. Вы поможете уничтожить флот. Милое дело. Ерунда! Вам поручается потопить линкоры. Попробуйте отказаться. Если нет, я стреляю, да или нет? Нет. Провокатор, сволочь! Брось эту штуку!
Я вам не верю. Вы меня трижды обманули. Шахту! Дышать ртутью и мальчишку туда! Пошли позавтракаем. Раздаем бутылочку шампанского. Ну что ж, ваша мечта сбылась. Вы можете учредить орден Божественной Зои. Теперь вы королева Золотого острова. Вы фат, Гарин. Вы страшный человек. Вы никого не любите. Кроме вас. Будет моя власть, повешу вас на башне Гиперболоид. Здрасте, здрасте. Пора бы нам с вами поговорить серьезно, а? Ну что ж, говорите. Я слушаю. Прошу вас. Я еще раз предлагаю вам сотрудничество. Вы удивлены? Объясню. Я организатор. Я хочу перестроить всю вашу тяжеловесную капиталистическую систему. Если я этого не сделаю, коммунисты вас съедят с маслицем. Вы спросите, почему вы мне нужны, Роллинг, если у меня под ногами неисчерпаемые запасы золота? Да, спрошу. Выпейте джину с перцем. Каенский? Да, это оживит ваше воображение. Мы устроим человечеству несколько горячих денечков. Мы подведем людей к самому краю страшной пропасти. Слушайте, Гарри, я ведь человек дела. Вот мой план. Ни величайшей паники я, то есть мы, все купим, все заводы, предприятия, весь воздушный, морской флот, словом, весь мир возьмем за глотку. Идеи смелые. Согласен. Только нужно подготовить мнение ваших коллег там, на континенте. А сейчас мы забросаем мир золотом. Граждане мира, с вами говорит Гарин. Я проник в недра земли. На глубине 12 километров
Шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Я предлагаю вам свой товар. Золото. Цена $2,5 за килограмм. Чего добивается инженер Гарин? Что будет с эквивалентом труда и жизни, если золото начнут копать как глину? Погибнет промышленность и торговля. Умрут большие города. Созвать конференцию. Джентльмен, я Гарин. Я принес миру золото. Ты что, Ванюш? Я домой хочу, Виталий Васильевич. Подожди, скоро поедешь домой. Вот только мне нужно одно дело сделать. Пока Гарина нет на острове, надо захватить большой гиперболоид. Я лазать ловок. В Сибирь на кедры лазят. А ну, вот слушай. Надо залезть на башню большого гиперболоида по лестнице и опустить лифт. Я готов. Ладно. Сегодня ночью. Большого гиперболоида. Опусти лифт, я их задержу! Поднять тревогу! Кто-то лезет на башню большого гиперболоида. Тревога! Башня! Башня! Большого гиперболоида кто-то сидит. Свяжитесь по радио с Гарином. Надо бежать. Гарин, Гарин, большой гиперболоид захвачен. Выходим в открытое море. Направление северо-запад. Вылетай.
Ты знаешь, я рад тебя видеть. Сорвалось, неважно, заварим новую кашу. Ну, что ты нос повесил? Ну? Я устала. Необходимо овладеть большим гиперболоидом и шахтой. Держать курс на остров! Есть держать курс на остров. Слушайте, Гарри, надвигается шторм. А быть может и тайфун. Надо менять курс. Да, согласен. Прибавьте ход. Курс на остров. Задраить люки! Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна, и тогда моторы нас не спасут. Крепить шлюпки! Живо! Пожар на Золотом острове. Гиперболоид уничтожен. Таинственное исчезновение Гарина. Во время урагана погибла яхта «Аризона». Те же Гарин,